Я вітаю знову вас у своєму саду. Я Світлана, і ми опинилися під Києвом. Сегодня я поотвечаю на вопросы про сад. Ответы на вопросы в августе. Будет интересно и полезно. Смотрите, как красиво расцвела моя парадная клумба. Написала себе тут шпаргалочки ваши вопросы, чтобы подглядывать и не забыть. Одним из первых вопросов хочу ответить, раз уж мы стоим возле вот этой клумбы, что это за белые цветочки, которые у вас насеяны везде и подбивают клумбы с розами, попадаются среди гортензий, ароматно пахнут, бордюрные. Это алисум. Про алисум у меня есть видео. Белый ароматный бордюр в саду можно поискать, или я оставлю ссылку под видео, если хотите. Неприхотливое, само сеется. Как сеется? Осенью, когда я уже навожу тут порядки, убираю, я просто беру кустик, потрясу, где мне надо по тем зонам, и забываю. Все, он сам разрастается, сам красиво прикрывает ноги у растений везде. И тут, и там, и красиво замульчирована получается земля. Нету никаких сорняков и бурьянов. Следующий вопрос, который опять же вы задаете. Какое дерево посадить для тени? Сейчас поверну камеру, и вы увидите, какое дерево посадила я. Вот это большое красивое дерево для тени, которое растет в моем саду. Мы сидим тут на лавочке не очень часто, потому что основное время мы проводим на террасе все-таки или за работой в саду. Так вот, когда присели на лавочку, нам хорошую большую тень создает эта ива Мацудана. Я про нее рассказывала, что пока на участке ничего не было, мне надо было какое-то большое красивое дерево. Я у соседей оторвала, отломала 3 веточки. Ива очень хорошо укореняется. Поставила их на недельку в начале в воду, она дала корешки, я их посадила, сплела косичкой, обвила. И вот вам, пожалуйста, 4-й год. Дерево по высоте больше 5 метров. С учетом того, что я ее каждый год 2 или 3 раза обрезаю. Весной мы обрезали почти 2,5 метра, большое количество веток. Растет очень быстро. Ствол я ее оголяю, у нее уже вот такой толстенный ствол. Вот вам пример. Сильно большие деревья, крупномеры, катальпа или какие-то лиственные, огромные, я в сад свой все-таки боюсь сажать, потому что тень мне, как вы видите, не нужна. У меня много роз, много растений, гортензий, которые надо на солнышке для красивого цветения сажать. Поэтому я предлагаю рассмотреть этот вариант. Это ива не плакучая, она, видите, растет вверх, крона у нее округлая. Вообще заявлено, что она будет до 5 метров. Ну, наверное, будет выше. Рассмотрите этот вариант, а я, пока не забыла, хочу поблагодарить. Я спрашивала, помните, как определить, дыня созрела или не созрела? Вы мне прислали много ответов, что надо дождаться, пока пожелтеет. У меня, видимо, сорт, который чуть-чуть желтеет, чуть-чуть зеленеет. Такая она слегка желтенькая была. Но ответ на мой вопрос, который подсказал, что надо попробовать с той стороны, где листочек, где цветочек растет мягкая. Когда будет, я так и сделала, оказалось там мягкая. Срезали мы ту дыню, и она очень спелая и вкусная, большое. Спасибо, прямо благодарность. Я теперь знаю, как с дынями разбираться. Там был ответ и про арбузы, когда хвостик высохнет. Арбуз у нас еще зреет. Ну и
Какие у меня еще вопросы тут написаны? Про гортензии очень много вопросов. Сейчас подойдем, чтобы было красиво смотреть на гортензии, и я вам поотвечаю немножко про гортензии. Ну и вот мое любимое место в саду у входа в дом. Это гортензия Фрейс Мельба, Лаймлайт, и дальше пошли все большие гортензии, которые мы часто видим. Так вот, вопрос звучит так. Почему на 19 августа мои гортензии уже жухлые, а ваши во всем цвету? Немножко и мои. Вот тут вот подгорели. Это Лаймлайт испекся на солнышке. Ответ очень прост. Никаких волшебных средств и удобрений, про удобрения сейчас тоже отвечу, я не использую. Самое главное для гортензии – правильный грунт, правильная посадка и полив. Как ни странно, полив. Обязательно проложите капельную трубку именно под гортензии. Даже розы не так реагируют на засуху, на такую аномальную жару. У нас опять жара. Гортензии поливать 2 раза в неделю мало. И 3 раза в неделю мало. Их надо поливать каждый день. Если у вас капельного полива нет, из шланги, из лейки не менее 10-20 литров под куст. Если есть капельный полив, желательно каждый день включать именно этот контур часа на 3. И пробуйте пальчиком, чтобы земля была прямо вот так мягкая. Не просто чуть-чуть влажная, это уже маловато. Гортензия вам не покажет, что ей мало воды. Лист у нее будет такой же твердый, зеленый, хороший. А начнут усыхать вначале частично цветочки, вот как на лаймлайте. Ну, тут у меня, я не знаю, то ли трубка дальше, то ли ему все-таки еще больше воды надо. Тут у меня прямо вокруг Фрейс Мельбы обвиты. И на ней ни одного сухого листочка нету. У нее начнут засыхать соцветия. Цветочки по одному начнут высыхать. И по ходу вы не будете знать, что делать, обрабатывать от вредителей. Лист хороший, непонятно ничего. И она по итогу все соцветия засушит. Все, уже в этом году вы ничего не сделаете. Пусть стоит такая, или если вам не нравится, их можно обрезать, эти сухие соцветия. А на будущее помните, обязательный полив. Ну и плавно переходим к следующему вопросу. Расскажите про уход за своими гортензиями. Хочу сказать сразу, что волшебного средства, как вам часто показывают в интернете, самое эффективное средство для цветения гортензий, для цветения роз – комплексный уход. Никакого одного эффективного нету. Что же помогает моим гортензиям так цвести? Скажу кратко, потому что агротехника за гортензиями включает много пунктов. И правильный грунт при посадке. У нас суглинок. Мне повезло, я полностью землю не меняю. У кого песок, глина, ну вы свои почвы знаете. Там надо принимать, конечно, другие меры, менять грунт. Другое, значит, правильная посадка и полив. Особых удобрений гортензия и не требует. Вы видели все в общественных местах, в садах, в парках, каких-то прогулочных зонах, в жилых комплексах. Сейчас часто строят и уже облагораживают очень красивые территории. Мы гуляли в одном таком комплексе, ездили к детям, очень красиво. Большущие, сразу там высаживают кусты гортензий. Так вот, им там особого ухода же нету. Когда-никогда приедут работники, прополоть траву, полив там проведен и все. Я использую всего 2 удобрения для гортензии. Ранней весной, когда уже больше плюс 10, под корень раскладываю осмокот. Осмокот не с самым большим содержанием азота, а на период 2-3 месяца. Состав именно я не помню, но на период действия 2-3 месяца. Удобрения от полива постепенно растворяются под корнями гортензии и их удобряют. И второе удобрение, которое я для своих гортензий использую, это плантафол.
я вам рассказывала, там идет линейка из 3 разных плантафолов. Но это для новичков, я уже это все поизучала, знаю. Значит, первая равноценная формула 20-20-20, одинаково. Азот, фосфор и калий. Его тоже где-то в конце мая уже можно по листу, в середине мая, ну, зависит от температур. Какие температуры, какая область, какой регион. Следующее удобрение плантафол. Под корень больше ничего я не раскладываю. Следующий плантафол, когда ваши гортензии заложили бутоны, и вы видите, что недельки через 2 первые гортензии начнут раскрывать бутоны. Это следующий плантафол 10-54-10. Он нам даст пышное цветение по листу. Вместе с от клеща мы травим, обрабатываем наши гортензии от клеща. Вот именно тогда и добавьте туда плантафол 10-54-10. И следующее удобрение плантафол по листу я буду на следующей неделе. Это формула 5-15-45. Посмотрела, потому что я его еще не купила. Мне большой объем надо сразу. И по розам пройду, и по всем растениям, где большее количество калия. Обязательно по пионам, именно этим плантафолом пройдите, по древовидным, чтобы ветви одревесневели быстрее. У меня 2 года пион выпускают побеги зелененькие. На осень они засыхают, не вызревают, получается. Не хватало калия. Виноград еще можно, ну, вы сами знаете, по саду, что надо этим удобрением обработать. Все, полив и ваше отношение к гортензиям. Смотрите, какие большущие рубиновые шапки. Растения чувствуют вашу заботу и доброту, и уход, и отвечают взаимностью. Так, следующий вопрос про гортензии. Как будут зимовать ваши крупнолистные гортензии, которые в кашпо? Подойдем сейчас к крыльцу, у меня там стоят, уже они почти отцвели, несколько штучек все-таки я купила, вы представляете, не в интернете, случайно так получилось, купила, сейчас все покажу. Ну вот мы пришли сюда к крылечку, они у меня тут, конечно же, не стоят, это я для красоты их сюда поставила. Стоят в тенечке на веранде там. Вот как сейчас они себя чувствуют. Уже стали зеленеть соцветия. Кашпо. Кашпо, они у меня так и будут оставаться. Эти я не буду пересаживать. Хочу оставить их. У нас есть помещение неотапливаемое, где температура не будет превышать плюс 2, 0, минус 1. Если будет холоднее, у нас есть котельная, которая всегда плюс 5, не ниже. Но там надо в самый такой угол их ставить, чтобы все-таки они не начали раньше времени расти. Эти так и не зацвели у меня. Это голубая моя, которая позеленела уже. Ну, мне жалко соцветия обрезать. Вчера их обрабатывала от клеща. И, кстати, удобрением не брызгала. Только от клеща обработала, потому что мне кажется, что крутит лист, закручивается у этих гортензий. Так, ну и как же получилось, что я купила, вот ей жарковато немножко, цветок, видите, по цветку видно лист хороший, также и у метельчатых, а цветок стал такой вяленький. Что делать, кстати, в этом случае? Обязательно поставьте в более глубокую тень и побрызгайте пульверизатором или опрыскивателем, чтобы более прохладную создать температуру, охладить наши гортензии. А купила я их совершенно случайно в сетевом строительном супермаркете. Мы туда заехали совсем по другим делам. Уценка, уже идет их уценка, потому что большинство соцветий, видите, обрезали, они отцвели. Видимо, этот кустик сильно цвел, и он уже заложенный в пазухах
почки цветочные на следующий сезон. Отцветет это соцветие, я его обрежу листья и уберу в прохладное место, когда на улице будет уже сильно холодно. Что за сорт, не знаю, видимо, его подголубливали. Такая она, я побрызгаю, она прям очень красивая. Выставила сюда для съемок, ей жарко. Ну и следующая гортензия, которая досталась мне, прямо скажем, по уценке совсем недорого, 300 с чем-то гривен. Это Magical Revolution, маленькая, смотрите. Magical Revolution. У нее голубые, потом зеленоватые, а потом засыхают эти соцветия. Это, видимо, серия патио. Небольшая, видите, для столов, для террас. Она будет до 80 сантиметров. Этот сорт хотя бы я узнала. Но по такой цене прямо было грех не купить эту гортензию. Почему ценка непонятна? Видимо, уже в это время гортензии мало кто покупает, потому что в питомниках и в частных питомниках, что из Нидерландов их привозят, я смотрю, там цена на них, конечно, заоблачная. Так, еще был вопрос, хотела ответить вам про дорожки. Расскажите про свои дорожки. Скажу сразу, что это такая тема длинная, большая. Двумя словами не скажешь. Делайте налево, делайте направо. Я вам сейчас подскажу для тех, кто только начинает планировать дорожки. Купили участок. У нас тоже участок был, поле. Прямо поле. Я вам частенько архивные показывала истории, что вот тут возле дома просто поле и посажены. Вот эта лиственница была посажена. Кстати, вчера вечером снимала лиственницу. Очень красивая, в шорты положила. Ночная такая съемка красивая. Так вот, про дорожки. Изучила я массу литературы, в основном по эргономике, потому что техническая часть нам не нужна, мы по профессии инженеры-конструкторы, проектировщики, про дорожки мы знаем все. У нас сейчас вот это черновые дорожки, внизу проложено агроволокно и сверху щебень, просто чтобы не ходить по грязи. Сверху потом будет еще отсев и плитка. Надеюсь, скоро. А пока просто дорожки. Так вот, пообещала вам рассказать, как же, с чего же начать? Начать надо с направлений, да? Куда эти дорожки должны вести. Так вот, вам дам первую подсказку. Разлетелись мои записи вон, по всем дорожкам. Что надо делать? Как определиться, куда эти дорожки направлять? Первое, что вы делаете, вы в масштабе должны начертить план своего участка. И все строения, которые есть или которые вы точно знаете, что будут. Беседка, какая-то техническая зона. У нас техническая зона хозяйственная вся за домом. Нам хорошо весь сад перед глазами, как бы на картинке, чистовая палитра сада. Нарисовали, начертили, желательно в масштабе, потому что дорожки же вы будете тоже в масштабе делать. Следующее, что вы сделаете, это не как советовали раньше, помните, оставить участок на полгода, где будут протоптаны дорожки, там и располагайте свои, где людям удобно, да, там они протопчут свои дорожки и будут свои. Сейчас это, к сожалению, не работает этот принцип. Почему? Потому что сад не может быть с двумя, с тремя ровными дорожками. А люди ходят же не по извилистым линиям, а как им короче и удобнее, по прямым. Так вот, если бы следовать этому правилу, у нас было бы две дорожки. Одна туда, в теплицу, а вторая сюда, к калитке, ровные. И между ними часто я вижу треугольные такие кусочки с клумбами, пытаются обыграть. Что надо сделать по эргономике?
вы должны в каждое место, которое у вас есть, допустим, в баню, которая стоит вот там у нас на месте теплиц или в другом месте, сделать от дома и от калитки, вы же будете из дома выходить идти и из калитки. Два направления, два пути. То есть вы должны в это место, я в теплицу, вы в баню, попасть двумя разными путями. У меня это обыграно как? Я могу пойти по кругу, обойти, зайти в теплицу. Это один путь. Могу пойти по кругу с этой стороны и зайти по тем дорожкам. А из калитки, если мы идем, мы можем повернуть раньше. У нас есть дорожка среди гортензий, и там, где у меня растет Diamond Rouge, и пройти сюда дальше, как по кругу, и вернуться в теплицу второй дорожкой. То есть в любое место я, когда расчерчивала, планировала, я два разных пути планировала. Ну, это сложновато, конечно. И еще отталкивайтесь от того, какой у вас сад. Или в классическом стиле, или в природном. В природном стиле можно дорожки вот такие делать. Ну, обыгрывать их растениями, конечно, на поворотиках. Или, если классический, то ровные. Думаю, хоть чуть-чуть про дорожки вам понятно. Во все места в саду попадать надо несколькими путями. Вот, допустим, в эту зеленую комнату у меня идет эта дорожка. И еще дорожка мимо Telz Blue, мимо гортензии Magical Sweet Summer. Я тоже могу попасть в ту же комнату. Смотрите, как красиво цветет роза. Помните, букет я вам показывала? Вот он продолжает цвести и цвести. Это Гёте роза. А это гортензия Фантом. Про дорожки все. Так, ну и хочу ответить на следующий, наверное, на сегодня уже последний вопрос, потому что длинное видео получилось. Расцвела роза. Ой, забыла название я ее. Наконец-то. Надо обязательно поснимать. Про скальные можжевельники. Как вы формируете скальные можжевельники? У меня есть два видео, как я стригу большой скальный можжевельник Blue Arrow, а это Sky Rocket мои. Есть видео апрель прошлого года. Я присела и показываю вам, как вот это дерево мы формируем. Сейчас оно уже выше меня. Сейчас я поставлю на штатив, подойду, и вы убедитесь в этом. Что мы делаем? Мы, когда самые маленькие, обрезаем вот эти вот веточки малюсенькие, чтобы они начинали объем нам давать. Макушку можно прищипнуть, если вам высота резко не нужна большая, немножко, сантиметров 5. Не полствола, конечно, обрезать, немножко, и тогда он будет в ширину. Если вы хотите и в ширину, и в высоту, то ходите и ножничками обрезайте вот эти веточки по всей кроне. И они тогда будут более пышненькие. Ну, наверное, буду закругляться. Смотрю, что я вам видео наговорила очень-очень много. Все-таки мне нравится эта роза Гёте. Как красиво. Кстати, вот вопрос еще был за розы. С каким шагом у вас посажены розы на большом розовом кругу? На большом розовом кругу розы посажены по равнобедренному треугольнику, равностороннему, по 50 сантиметров, то есть в шахматном порядке с расстоянием 50. Еще был вопрос, все-таки отвечу, какую голубую небольшую елочку посадить. У меня вот тут посажена цверк, как же елочка называется, цверк, помню, и Сандерс Блю. Сейчас подойдем. Это Пельц Блю, а есть еще Сандерс Блю. Коника маленькая. Вот это ее я
красиво бабочки возле гортензий. Ее я посадила, небольшая, голубая. Кейбаб это довольно большая елочка. Хупси будет тоже метров 5. А вот это маленькая коника Сандерсблю. Вот она. Кстати, она начала вторые приросты. Голубенькие, видите? Вот такая. И она будет, по-моему, 1,20 м. Метр 20. Совсем небольшая. Как все коники. Я ее даже, видите, вперед сюда посадила, чтобы она украшала нам возле газона. Ну, все. На этом хочу я свое сегодняшнее видео, которое затянулось немножко, заканчивать. Всего вам хорошего. Задавайте вопросы про сад. Я буду отвечать под этим видео. Всего хорошего.